Да-да-да-да, народ. Продолжаем обучаться выживать на планетах. И сегодня раздел шлюзы. Будем учиться строить правильно шлюзы и их автоматизировать. Чё-то как-то опять и дышать нечем. Практические тренировки. Этап 4. Шлюзы. Ну, погнали. Так, что-то у нас не то. Ваш скафандр был поврежден, поэтому прежде чем мы начнем, почините, используя клейкую ленту. Ну, я надеюсь, что синяя изолента нам поможет. Но действительно, что если скафандр поврежден, его нужно заклеить. И удивительно, это работает. Вот как-то так. Добавьте слиток меди в автолад и слиток золота также туда же. С изолентой у нас, наверное, на этом все. А, можно даже ее обратно на место вернуть. И забираем слитки. Эй, только в другую руку. Речь шла об автолате. Для чего же нам они, интересно, нужны? Так, теперь можно распечатать наборы для дверей. Оп. Набор. Так и пишем. Набор, кровать, стулья, чего только нет. Нас интересуют двери. Печатаем. Один готов. И второй пошел. И вот не забываем прожать вот эту вот кнопочку. Чтобы, а то он будет, пока ресурсы тут не закончатся, будет их печатать. Демонтировать нужно разрушенную. Сейчас вот эти вот подберем. Сейчас демонтируем. Раз надо... Ну, ломать, не строить, в принципе. Так, это речь вот о бытии, да? Чем мы будем демонтировать? Заглянем в пояс. Чтобы такого взять? Ну, наверное, болвер. Да? Угадал. Что-то их тут раскурочило. Тут до нас, походу, что-то интересное происходило. Нам не рассказали. Разместить композитную дверь в подсвеченной области. На место. Так, композитная дверь. Оп, и плюс здесь можно увидеть направление подачи питания. Ну, подача питания плюс подача питания автоматизации. Строить. Вот нужно совместить это все дело как-то правильно. Стеклянная. А почему стеклянная крышка? Композит, да. Именно она нам и нужна. Вот так, наверное, да? Или нет? Но они не в ту сторону. О! Вот так, наверное, да? Оно? Не оно. Или оно? Че они не в ту сторону как-то смотрят? Давайте попробуем вторую сделать. И там уж разберемся наверняка. Так, что по второй? Здесь нужно тоже вот не пропустить. Есть стеклянная дверь, нам нужна композитная. И мы видим, что штырьки смотрят не в ту сторону. А вот так будет верно. Оп. Ага. Теперь нужно доделать все это. Нам нужны будут дополнительные ресурсы. Что мы с собой возьмем? Мы возьмем с собой пластик. И возьмем стекло. Да, если что, еще раз вернемся. Нам не привыкать. Газовая горелка и лист пластика. Вот так и вот так. Переключаемся на горелочку. Подрубаем ее. Умс. И сюда то же самое. Дальше. Лом и лист стекла.
То есть, уловили момент, мы стекло будем вставлять ломом. Это прикольно. Оп. Ну и, собственно говоря, две дверки у нас есть. Подключить дверь, обе двери к логической и электрической цепям. Но это нам чуть-чуть даже будет знакомо из предыдущей обучалки. Моток силового кабеля нам в руку. Хе. Так, вот здесь вижу что-то беда, и вот здесь беда, да? Соответственно, ищем угловой, только не угловой, а просто силовой кабель трехконечный. И развертаем его вот как-то так. И здесь, по-моему, то же самое. Вот так вот. Но я думаю, на этом не все. Завершите строительство. Она что, недостроена? А что недостроена? Здесь все, здесь все. Она даже работает. И что от нас хотят? Как это завершить? Отверткой, что ли? Я думаю, стоит попробовать. Вроде как болгарка убирает ее напрочь. Что сделать-то надо? А? Или мы что-то неправильно поставили? Так вроде все правильно, все даже подключено. Какой-нибудь еще инструмент попробуем в руку взять, типа ключа. Пишет дисконструкт. Ба-ба-ба-бам. Начались у нас приключения. Что мы еще не брали? Это явно здесь не получится ничего сделать. А что не так-то, а? Кто скажет? Двери же сделаны. И они работают даже. Как их еще завершить можно? Давайте попробуем чего-нибудь разобрать. Допустим. И чем? Одновременно нужно понять. Ну, болгарку возьмем. Так, разобрать. Разобрали. Что мы сделали не так? Пробуем заново собрать. Там нужен был нам стекло и лом. Вот я так и знал, что стекла ломом вставлять. Хреновая затея. Движем дальше. Возьмите в руку маркировщик. Включите маркировщик. Где у нас маркировщик? Кто видел маркировщика? Он в ящике? Он в ящике. Отлично. Берем его в руку, как нам советует наш подсказчик. И включаем. Что-то будем маркировать. Label inner door, interior door. Ну давай. Interior, да? Interior. Ну, я так понимаю, что вторая exterior. Давай попробуем. Exterior. Ну, допустим. Двери мы переименовали. Постройте газовый датчик. Погнали. Так, что нам по этому поводу? Набор датчики. Где может быть набор датчики? В электронике.
Слушайте, можно проще поступить. Написать набор. И ух. Сколько здесь разных наборов. А где же датчики? Дверь, переносной лифт, малый, печь. Да, датчики, датчики. Нам нужны датчики. Так, а что если мы наберем набор дат? Ага. Датчики. А если так? О, хе-хе. Да, надо овладеть еще этим поисковиком, как это все работает в Стейшопедии. Прибор мы, наверное, отключим и припрячем его до лучших времен. Где эта фигня делается? Электропринтер и автолат наш, да? Набор для изготовления датчиков. Ну, давай попробуем. Да. Набор датчик. Да, это то, что нам прям нужно. Поехали. Дайте нам набор. И его потом нужно построить в какой-то подсвеченной области. Погнали. И где эта подсвеченная область? Постройте. А, газовый датчик нужен. И набор для постройки. Газовый датчик. Да-да-да-да. Тут, блин, с подсказками. Хе-хе. Вот ты, оказывается, где. Не такой. Вот такой? Да, такой. Дальше изготовьте пассивную и активную, возьмите из ящика. Есть два вида вентиляции. Вот у нас есть активная, а пассивную нам придется изготавливать. Опять я забыл отключить наш автолат. Строим. Обрадовался то, что датчик получилось сделать, и не выключил. Все, в этот раз не забудем. Так, в другую ручку его, пожалуй, возьмем. Теперь вот сюда также вот помечено плюсиком. Нужно построить активную и пассивную. Вот какая сюда? Вот больше вот это похоже, по-моему. Или нет? Не, это не такая. А, это я руки переключаю. Я-моё. Так, только плюсик должен быть сверху. О, да. И теперь то же самое нужно проделать с активной вентиляцией. Плюс должен быть вверху. Окей. Можно сказать, что готовченько. Подключить вентиляцию. Нам нужны трубы, которые лежат у нас в ящике. Одна. Все? Трубу. Еще где-то надо. Вот здесь. Самое место. Соединили трубами. Консоли. Возьмите консоль и постройте в выделенном месте. Ну, консоль это вот какой-то микрокомпьютер, который будет управлять всей нашей разгерметизацией и выравниванием давления. Так, вот он сразу у нас стал на свое законное место. Что дальше? Плата управления шлюзом. И ее нужно изготовить. И теперь придется изготавливать, я уверен, только в электропринте. Плата. Подрубаем. Пункт. Ищем плату. Плата управления шлюзом. Плата, ага. Не нашли. О! Управление шлюзом. То, что надо нам.
Давайте сюда эту плату забираем. И ставим на свое законное место. Готово. Завершите консоль листом стекла. Между прочим, у нас лист стекла с собой-то есть. Давайте это завершим. Ну, ура, наконец-то. Включаем. Ага. Что-то какую-то ошибку выдала, да? Чтобы запрограммировать шлюз, нам нужен дата-диск. Не все так просто. Изготовьте дата-диск. Ну давай, этот как колючен почему-то. Диск. Если не приучу себя в обучении, тяжеловато мне будет выживать на планетах, не отключая вот это вот все хозяйство. Поехали. Потом нужно вставить, выделить газовый датчик, выделить вентиляцию. И все в таком духе. Стеклышки нам более, может быть, и не понадобятся. Но если понадобятся, мы их... ха-ха. Вставьте дата-диск. Очень неприметно. Вот так вот чпэньк. Выделите газовый датчик. Выделил. Выделите активную вентиляцию. Выделил. Теперь выберите шлюзовые двери. Вообще легко. Внешнюю дверь как внешнюю. Внешняя у нас экстерьер, экстерьер, интерьер, интерьер. И что у нас? Шлюз готов. Шлюз готов, да, пишут. Теперь можете поднять давление, включите ЭБП 100 килопаскаль нам надо. Так. У нас уже идет этот процесс. По-моему, шлюзование. Или не идет. Оп, выбрались. И вот эту штучку нам нужно подрубить. Пошло. Слышим, да? Что-то где-то набирается. Вон видим окружение. Вот здесь. 87, а нам нужно 92. И оно растет. То есть мы поддобавим сейчас давленица. И вся эта система у нас будет активно работать. И автоматически, более того, что активно. База под давлением. Протестировать шлюз, нажав Cycle to Exterior на консоли. Пойдемте проверим. Нажимаем. И, о чудо, эта дверка закрылась. Разгерметизация пошла шлюза. Очень похоже на реальное. По Discovery, которые показывают. Так, нажмите кнопку передачи данных, чтобы завершить тест. Где находится эта кнопка? Там. Ага. И чё, и все, что ли, шлюзование на этом не так уж и сложно. Все понятно. Все конкретно, все понятно. Вот только что мы это все построили своими руками. Ага. И все отлично работает. Надо будет потом этот бесценный опыт применить в реальном выживании. Буль-буль-буль. Да, дамы красавцы, мы научились делать шлюзы. Как-то так. Напоследок, чего скажу. Совершайте все непременно великие поступки и не бойтесь экспериментов.